Дмитрий Евган, позывной «Саид», морпех из 36-й бригады ВСУ. Дмитрий Евгеньевич, 36-я бригада морской пехоты, город Николаев. На данный момент перебывали в ВВС в городе Мариуполе. До начала операции в село Павлополь, после того, как началась операция, переехали на завод Ильича. Была такая ситуация, я потерял руку 19 марта, уехал в госпиталь, потом госпиталь был переполнен, я переехал обратно в бункер через 10 дней. Я пролежал в бункере где-то дней 3, привели пленного, посадили в комнату в бункере, и он там сидел у нас. Потом я лежал, типа я раненый, меня перевязывали, все. Был у меня товарищ, разведвзвода Алексей Багрий. И получается вечер, это было с 9 на 10 число, вечер, и мы сели, я, он, и у пацана было день рождения. Я зашел, говорю, пацаны, так, блядь, плохо, рука болит, не могу, а на албуфин, что мне кололи, обезболивающий, он не помогал мне. Они пили спирт, дали мне спирту выпить. Мне, значит, стало легче. Потом Леха, вот этот Леха Багрий, говорит мне, блядь, надо идти пленного порешать. Говорит, иди. Говорю, блядь, да я не могу, нахуй. И мы зашли, он говорит, да ну не очкуй, пошли. Мы подошли до дверей. Я говорю, я не смог. И Леха взял, блядь, нанес ему ножевые ранения и отдал мне нож. И ушел, получается, ему нужно было на пост. Он ушел, а я лег, и типа Рома спрашивает, товарищ мой, типа, что там? Да, говорю, блядь, пленного типа убили. Он говорит, что ты? Я говорю, да. И вот так получилась ситуация. Утром проснулся, сушит и попил. Все, его потом вынесли через 2 дня. Куда-то из бункера, я даже не знаю. Такая история. Зашел товарищ, говорит, давай пошли пленного за. Я зашел, нанес ему 6 ножевых ранений и вышел оттуда. Какие чувства испытывал, когда резал? Не могу описать. Тело вынесли через, получается, сутки. На следующие сутки, на вторые сутки вынесли медики, сказали, что он мертв. Сказал тому убитому тобой. Я попросил большое извинение. Я понесу наказание, я знаю полно, но я хочу сохранить себе жизнь. Извините меня, пожалуйста. Сколько ты ему ножевых ранений нанес? 5 или 6. Потом тело выкинули, да? Не сразу, через 2 суток, где-то 1,5 сутки. Посмотри направо. Вспоминаешь? Вспоминаю. Да? Да. Бог тебя судил, понял? Да. Это ты его резал? Да. Разрешите попросить у вас извинения просто для себя. Перед Богом прошу извинения. Можно? Да не надо мне говорить извинения. Я вас понимаю. Рыдания не помогут. Впереди у этого садиста трибунал и долгий тюремный срок. Это в лучшем случае. Обратите внимание на полученные ранения в украинском плену. Удары по голове, шее, грудной клетке были нанесены штык-ножом. Виктор – военнослужащий армии ДНР. Врачи говорят, то, что остался жив – чудо. Здесь 3 проникающих многооскольчатых выдавленных перелома с разрывом твердой мозговой оболочки, смещением костных отломков в полость черепа. Шрамы на его голове и теле оставили украинские военные. Было желание разорвать его. Вот это честно. Я понимал, что он, во-первых, он военнопленный, а во-вторых, мы же не такие, как они. Пусть его судят, пусть его... Бог ему судья, не хочу никого судить. Бог ему судья, я ему так и сказал. Вспоминаешь? Вспоминаю. Да? Да. Бог тебя судил, понял? Да. Так я где-то пробыл в этой комнате с неделю. Всю эту неделю они меня пытались морально сломить. Спустя неделю, в один из дней, вернее ночью, открылась дверь и туда зашел человек. Скажем так, я сейчас знаю, что это Саид. И он мне сказал, или ты будешь с нами сотрудничать,
или мы тебя пустим в расход. На что я ему сказал, я этого делать не буду, потому что знаю, что вы меня пустите в любом случае в расход. Это его сильно взбесило. Он вытащил штык-нож и начал наносить по мне удары. Первый удар был у меня сюда в плечо, потом вот сюда, где ключица, второй удар. Я нагнулся, и он начал бить меня в спину. 3 удара в спину, 2 в шею и в голову 2 удара. В голову наносил меня, в шею и в голову наносил меня, когда я уже упал. Я лежал на боку, он меня бил в голову и пытался еще штык-ножом, пытался глубже мне забить штык-нож. Не забить, а всадить в голову штык-нож. Откуда у меня получилось на голове переломы костей. Он присел рядом и с улыбкой начал ехидно мне говорить, что я хочу видеть, как ты умираешь. Говорит. Ты, говорит, То есть он радовался, да? да, да, и это ему нравилось. Он говорит, ты настоящий воин, ты не стал меня, ну, не стал скулить, не стал молить о пощаде, чтобы тебя не убивали. Поэтому, говорит, я тебе скажу, что я тебя признаю, чтобы ты знал, что тебя убил Саид. Он еще и... Он сам представился, да, что он Саид. И я уже чувствовал, что от потери крови я слабею. Я ему просто сказал, говорю, ну если ты воин, то дай мне умереть самому. Вот что он сказал, хорошо, я тебе дам эту возможность. Он встал, ушел и закрыл за собой железную дверь. Так я лежал, ну, честно сказать, я думал, что я умру от потери крови. Так я пролежал вообще не двигаясь 2 дней, где-то ориентировочно 2 суток. Они не заходили в это время? Они не заходили, я слышал, как они проходят рядом и слушают, живой я или нет. И когда уже наступила темнота, ну не темнота, а сумерки, начался артобстрел, и я понял, что я могу воспользоваться этим моментом и сбежать. Я начал ползти в сторону транспортных ворот завода «Азовмаш», потому что я хорошо ориентировался по этому заводу. Так я полз всю ночь. Я увидел на них белые повязки наши характерные, опознавательные. Они увидели на мне нашу форму в Донецкий пиксель и сказали, глянь, смотри, это наш боец, говорит. ДНРовские были ребята, да? Да. Ну, честно сказать, на тот момент я еще переживал, думал, может, это украинская армия переоделась в нашу форму и косят под наших, чтобы из меня какую-то информацию еще выудить. Я у них попросил, говорю, если можно, покажите, говорю, удостоверение, чтобы я убедился, что вы наши. Удостоверение или хотя бы телефон с Фениксом. Ну, что они рассмеялись, говорят, ты что, сдурел? Говорит, ну, что это мы тебе должны показывать? Ну, в конце концов, они мне показали удостоверение. И я тогда успокоился, они меня вывели на улицу, попросили подождать, пока они прочувствовали подвал. Потом вышли, посадили меня в автомобиль и повезли рядом на другую территорию завода. Там стоял Урал с бойцами армии ДНР. Когда меня только привезли в госпиталь в Сартану, я сразу там медикам попросил, чтобы позвали старшего. И передал им эти все данные этого Саида. Попросил, чтобы они передали нашим военным, чтобы они его не упустили. Разрешите попросить у вас извинения просто для себя.